Что если древнейшая цивилизация на Земле существовала задолго до Египта, и ее следы скрыты под водой? На дне Красного моря обнаружены конструкции возрастом 9500 лет. Это на 3000 лет старше первых египетских пирамид. Среди находок каменные инструменты и следы поселений, которые затопило море после таяния ледников. Официальная история переписывается прямо сейчас. В 2018-м группа саудовских и британских археологов опустила подводные камеры на глубину 40 метров у побережья провинции Джидда. На дне они зафиксировали ровные каменные кладки, которые не могли образоваться естественным путем. Камни были обтесаны и уложены в правильные геометрические формы, прямоугольники и окружности диаметром от 2 до 8 метров. Радиоуглеродный анализ органических остатков рядом с конструкциями дал дату – 9500 лет назад. Для понимания масштаба, первая египетская пирамида, пирамида Джосера, построена около 4600 лет назад. Шумерский город Урук, который считается колыбелью цивилизации, основан около 5500 лет назад. Находки на дне Красного моря старше обеих этих дат вместе взятых. 9500 лет назад уровень Мирового океана был на 120 метров ниже современного. Красное море в районе нынешнего побережья Саудовской Аравии представляло собой плоскую прибрежную равнину с пресноводными источниками и густой растительностью. Именно здесь, по данным геологов, проходил один из главных коридоров миграции людей из Африки в Азию. Люди не просто проходили через эти места, они здесь жили. Среди поднятых со дна артефактов оказались каменные орудия из кремня и обсидиана. Ключевой момент. Обсидиан в этом регионе не встречается в природе. Ближайшие месторождения обсидиана находятся в Эфиопии и Анатолии, на расстоянии от 800 до 2000 километров. Это означает, что люди, жившие здесь 9500 лет назад, вели дальнюю торговлю или совершали организованные экспедиции за сырьем. Форма найденных инструментов указывает на конкретную технологическую традицию, так называемую микролитическую культуру. Микролиты, пэш, это крошечные, точно обработанные каменные лезвия длиной от 1 до 3 сантиметров, которые вставлялись в деревянные или костяные рукояти. Производство таких лезвий требует не просто силы, а точных, заранее рассчитанных ударов под определенными углами. Мастер должен был понимать, как именно расколется камень. Это знание передавалось через обучение, то есть через социальную структуру. На одном из участков дна камеры зафиксировали круглые углубления диаметром около метра, расположенные на равных расстояниях друг от друга. Британский геоархеолог Джеффри Роуз, участвовавший в экспедиции, идентифицировал их как ямы для столбов, остатки свайных конструкций или каркасных построек. Подобные ямы в той же конфигурации находят на стоянках того же периода в Ливанте и Анатолии, то есть перед нами не изолированная находка, а часть широко распространенной строительной традиции. Радиус обследованной территории составил около 12 квадратных километров, и артефакты встречались по всей площади равномерно. Это не временная стоянка охотников. Такое распределение находок соответствует постоянному поселению, в котором жили, работали и торговали на протяжении нескольких поколений. Около 8000 лет назад уровень моря начал резко подниматься, примерно на 10 миллиметров в год. Поселение не было брошено внезапно в результате катастрофы. Судя по слоям отложений, люди уходили постепенно, по мере того, как вода подступала к домам. Они успели забрать большую часть имущества. Именно поэтому органических остатков на дне сохранилось относительно мало. Среди поднятых артефактов один предмет поставил ученых в тупик сразу. Это был составной инструмент. Деревянная рукоять с вставленными в нее 7 кремневыми лезвиями, зафиксированными природной смолой. Дерево и смола сохранились благодаря бескислородной среде на дне. Возраст инструмента 9200 лет. Аналогичные составные орудия в других регионах мира появляются на 3-4 тысячи лет позже. Смола, которой закреплены лезвия, оказалась березовой. Ближайшие березовые леса в период создания инструмента находились на территории современной Турции, более 1000 километров от места находки. Березовую смолу не добывают случайно. Ее получают методом сухой перегонки коры при температуре 340 градусов в условиях ограниченного доступа кислорода. Это контролируемый химический процесс. Люди, сделавшие этот инструмент, знали химию дерева. На том же участке дна обнаружены фрагменты керамики с геометрическим орнаментом. Это открытие само по себе перевернуло хронологию. Считалось, что керамика в Аравии появилась около 7000 лет назад. Найденные фрагменты старше этой даты на 2000 лет. Орнамент нанесен до обжига, что требует заранее спланированного декоративного замысла. Человек знал, как будет выглядеть готовое изделие, еще когда работал с сырой глиной. Обжиг керамики требует температуры от 800 до 1000 градусов. Достичь такой температуры в открытом костре невозможно. Нужна специальная конструкция печи с управляемой тягой. На дне рядом с керамикой найдены обожженные камни, сложенные в форму, характерные для примитивных обжиговых печей. Это означает стационарное производство, а не случайное
случайное изготовление одного сосуда. Отдельную группу находок составили кости животных. Среди них идентифицированы остатки крупного рогатого скота, коз и овец. Все три вида в этом регионе являются одомашненными. Диких предков этих животных здесь не водилось. Кости имеют следы разделки каменными орудиями и термической обработки. Люди не охотились. Они держали скот и готовили мясо на огне. Это скотоводческое хозяйство возрастом 9000 лет на территории, которая сегодня находится под водой. Особого внимания заслуживают рыболовные крючки из кости, найденные в том же слое. Крючки имеют бородку, маленький выступ, который не дает рыбе сорваться. Бородчатый крючок требует точного понимания механики. Рыба тянет в одну сторону, бородка фиксирует леску с другой. Это не интуитивное изобретение, это результат наблюдений и экспериментов. Самые ранние бородчатые крючки, известные науке до этой находки, датировались 7000 лет и были обнаружены в Японии. На глубине 50 метров камеры зафиксировали структуру, которую геолог экспедиции Саймон Тибетс описал как намеренно выровненную платформу. Площадка размером 8 на 12 метров сложена из плоских известняковых плит, подогнанных друг к другу без скрепляющего раствора. Плиты не местные, да? Их ближайший геологический источник находится в 6 километрах от места находки. Кто-то добыл эти плиты, транспортировал их и уложил в ровную поверхность. Назначение платформы неизвестно, возможно, основание здания. Возможно, место для общественных собраний. Суммарно за 3 экспедиции со дна подняты и задокументированы более 400 отдельных артефактов. 90% из них относятся к одному хронологическому периоду, между 9200 и 9600 годами назад. Это не случайное скопление предметов разных эпох. Это слой одной конкретной культуры, жившей здесь несколько столетий подряд. Платформа из известняковых плит оказалась не единственной крупной конструкцией на дне. В 200 метрах от нее сонарное сканирование выявило вытянутую структуру длиной около 30 метров и шириной 4 метра. Когда водолазы опустились к ней, выяснилось, это остатки стены, сложенные в 2 ряда камней с заполнением из мелкого щебня внутри. Техника кладки называется двойная забутовка. Она применялась в строительстве Древнего Рима и средневековой Европы. Здесь она обнаружена на 9000 лет раньше. Двойная забутовка – неочевидное решение. Строитель, который кладет один ряд камней, видит результат сразу. Строитель, который кладет 2 параллельных ряда с засыпкой между ними, должен заранее понимать, зачем это нужно. Такая стена прочнее, лучше держит тепло и устойчивее к боковому давлению. Это знание не возникает случайно. Оно накапливается через опыт нескольких поколений строителей. Рядом со стеной на дне лежали каменные плиты с параллельными бороздами. Борозды глубиной около сантиметра и шириной 3-4 сантиметра расположены на равных расстояниях. Геолог экспедиции исключил природное происхождение. Такие борозды не образуются от течения воды или движения осадков. Их нанесли намеренно. Одна из версий – точнее направляющие для деревянных бревен при транспортировке тяжелых камней. Если это так, перед нами древнейшее свидетельство использования роликового транспорта в истории. На расстоянии около километра от основного поселения Сонар зафиксировал группу из 19 округлых структур диаметром от 3 до 5 метров. Водолазы описали их как каменные кольца с углублением в центре. Органические остатки внутри колец показали высокое содержание древесного угля и обожженных костей животных. Это очаги, но необычные. Кольцо из камней вокруг очага создает направленную тягу и удерживает температуру. 19 очагов такой конструкции, расположенных компактной группой, это не индивидуальные костры разных семей. Это организованное пространство для коллективной термической обработки, вот что это возможно, копчения или длительного приготовления пищи в больших объемах. Среди артефактов с этого участка выделяется находка, которую руководитель экспедиции Джеффри Роуз назвал самой неожиданной за всю карьеру. Это каменная плита размером 40 на 60 сантиметров с выбитыми на поверхности концентрическими окружностями и радиальными линиями. Рисунок симметричен, центр окружностей совпадает с геометрическим центром плиты с точностью до миллиметра. Достичь такой точности без измерительного инструмента невозможно. Либо мастер использовал веревку фиксированной длины, как циркуль, либо у него был жесткий шаблон. Оба варианта предполагают абстрактное геометрическое мышление и планирование. Назначение плиты неизвестно. Версии: навигационный инструмент, календарный маркер, шаблон для разметки строительных конструкций. Все 3 версии объединяет одно. Плита создана для передачи точной информации. Это не украшение и не случайный рисунок. Отдельную технологическую загадку представляют найденные на дне просверленные камни. 23 камня с идеально круглыми отверстиями диаметром от 8 до 15 мм. Сверление камня требует твердого инструмента, вращательного движения и абразива. Анализ краев отверстий показал следы кварцевого песка. Его использовали как абразив при сверлении.
Сами отверстия просверлены насквозь без сколов на выходе, что указывает на контроль давления в процессе работы. Назначение просверленных камней — грузило для рыболовных сетей. Это означает, что жители поселения ловили рыбу не только на крючок, но и сетью. Промысловый масштаб, а не индивидуальная охота. Совокупность находок рисует картину сообщества с разделением труда. Одни делали инструменты, другие строили, третьи ловили рыбу, четвертые занимались керамикой. Разделение труда невозможно без социальной организации, системы, при которой один человек кормит другого в обмен на его специализированный труд. 9500 лет назад на дне нынешнего Красного моря существовало организованное общество. 9500 лет назад на Земле не должно было существовать ничего подобного, по крайней мере, согласно учебникам истории, написанным до этой находки. Официальная хронология утверждала, в тот период люди были разрозненными группами охотников и собирателей, которые только начинали экспериментировать с земледелием на Ближнем Востоке. Поселение на дне Красного моря разрушает эту картину полностью. Главная загадка не в том, что люди здесь жили. Главная загадка, откуда они взяли все эти знания одновременно. Керамика, составные инструменты, каменное строительство, рыболовные сети, скотоводство, дальняя торговля обсидианом — все это обнаружено в одном слое, датированном одним периодом. В других регионах мира каждая дата из этих технологий появлялась постепенно, с разрывом в сотни и тысячи лет. Здесь они существуют одновременно. Археолог Пол Меллорс из Кембриджского университета, изучив материалы экспедиции, указал на конкретное противоречие. Уровень технологической сложности находок соответствует культурам, которые развивались не менее 2-3 тысяч лет. Но более ранних слоев под поселением нет. Дно в этом месте исследовано до материковой породы. Либо предшествующие стоянки находятся в другом месте и пока не найдены, либо эти люди пришли сюда уже с готовым набором технологий. Версия о миграции выглядит убедительно. Около 9500 лет назад климат в Северной Африке резко изменился. Началось иссушение Сахары. Территории, которые тысячелетиями были плодородными, превращались в пустыню. Группы людей, жившие там, были вынуждены двигаться на восток вдоль побережья. Прибрежная равнина нынешнего Красного моря в тот период была идеальным местом для остановки. Пресная вода из подземных источников, море с рыбой, пастбища для скота. Геохимический анализ эмали зубов, найденных на дне, дал неожиданный результат. Изотопный состав эмали формируется в детстве и отражает химический состав воды, которую человек пил в первые годы жизни. Анализ 3 образцов показал, эти люди выросли не на побережье Красного моря. Изотопные маркеры указывают на регион Восточной Африки, современные Эфиопия или Эритрея. Они пришли сюда уже взрослыми, принеся с собой технологии, освоенные в другом месте. Это объясняет одновременное появление всего технологического комплекса. Люди не изобретали здесь новое, они применяли уже известное. Но тогда возникает следующий вопрос. Где они всему этому научились? Если поселение на дне Красного моря не точка возникновения технологий, а точка их применения, то исходная культура была еще старше и еще сложнее. В 2021-м эфиопские археологи сообщили об обнаружении стоянок в районе озера Туркана с аналогичным набором артефактов, датированных 11 тысячами лет. Керамика, составные инструменты, следы скотоводства — тот же комплекс, на 1500 лет старше. Прямая линия между озером Туркана и побережьем Красного моря проходит через Эфиопское Нагорье. Именно тот маршрут, который указывают изотопные данные зубной эмали. Картина складывается следующая. Около 11 тысяч лет назад в районе Восточной Африки существовала культура с развитыми технологиями. Иссушение климата заставило ее носителей мигрировать на север вдоль побережья. Около 9500 лет назад они обосновались на прибрежной равнине Красного моря, которая сегодня находится под водой. Когда море поднялось, они ушли дальше, предположительно на север, в Левант и Анатолию, где примерно в тот же период фиксируется резкий технологический скачок в местных культурах. Эта цепочка означает одно. То, что мы считали независимым возникновением цивилизации в разных регионах мира, могло быть распространением одной исходной культуры, следы которой большей частью скрыты под водой. Египет принято считать точкой отсчета цивилизации. Пирамиды, иероглифы, фараоны. Но когда строилась пирамида Хеопса, поселение на дне Красного моря уже 5000 лет как было затоплено. Его жители жили, строили, торговали и умирали в то время, когда территория будущего Египта была населена разрозненными племенами без письменности, монументальной архитектуры и централизованной власти. Сравнение конкретных технологий делает разрыв еще очевиднее. Египтяне начали обжигать керамику около 6000 лет назад. Жители затопленного поселения делали это на 3000 лет раньше. Египетские строители эпохи Старого Царства использовали медные инструменты. Жители поселения работали с кремнем, но их техника обработки камня по точности не уступала египетской. Египтяне ловили рыбу сетями около 5000 лет назад. На дне Красного моря грузила для сетей найдены в слое, который на 4000 лет старше. Это не означает, что поселение на дне Красного моря было лучше Египта или важнее.
Это означает, что египетская цивилизация была не началом, а продолжением. Она унаследовала технологии, которые к моменту ее возникновения уже имели тысячелетнюю историю. Прямую связь между затопленным поселением и Египтом установить сложно, слишком большой временной разрыв и слишком мало промежуточных находок. Но косвенные свидетельства существуют. В додинастическом Египте около 6000 лет назад внезапно появляется керамика с геометрическим орнаментом, идентичным по стилю найденной на дне Красного моря. Египтологи называли это влиянием неизвестной восточной культуры. Теперь у этой культуры есть адрес. Дно Красного моря у берегов Саудовской Аравии. Обсидиановые инструменты из эфиопских месторождений встречаются в египетских погребениях до династического периода. Тот же эфиопский обсидиан найден на дне Красного моря. Торговый маршрут, по которому обсидиан попадал в Египет, проходил через прибрежную зону. Именно там, где стояло затопленное поселение. Оно могло быть не просто жилым, но и транзитным торговым пунктом на пути из Африки на север. Французский археолог Жак Ковен еще в 90-х годах 20 века предложил термин «революция символов» для обозначения периода, когда люди начали создавать предметы с абстрактными изображениями. Не утилитарные, а несущие смысловую нагрузку. По его хронологии это произошло около 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Каменная плита с концентрическими окружностями, найденная на дне Красного моря, датируется тем же периодом и содержит именно такое абстрактное изображение. Поселение вписывается в глобальный культурный процесс, а не стоит особняком. Турецкий Göbekli-Tepe — сооружение возрастом 11 тысяч лет с резными колоннами и изображениями животных, принято считать древнейшим монументальным строением человечества. Его строители, по мнению большинства археологов, были охотниками-собирателями без постоянных поселений. Находки на дне Красного моря ставят под сомнение эту интерпретацию. Если в тот же период существовали оседлые сообщества со скотоводством, строительством и дальней торговлей, то строители Göbekli-Tepe вполне могли быть частью той же разветвленной культурной сети, а не изолированными первобытными охотниками. Карта затопленных береговых линий по всему миру показывает, около 8% территории, пригодной для проживания людей 10 тысяч лет назад, сегодня находится под водой. Это означает, что значительная часть археологических свидетельств той эпохи физически недоступна с помощью традиционных методов раскопок. Красное море дало редкую возможность заглянуть в этот скрытый пласт истории. То, что там обнаружено, меняет не один факт и не одну дату, оно меняет базовое представление о том, когда и где началась человеческая цивилизация. Вопрос, кто построил первым в археологии, всегда упирается в одно ограничение. Мы знаем только то, что сохранилось. Камень сохраняется, дерево редко, ткань почти никогда. Это означает, что хронология древнейших построек постоянно пересматривается по мере новых находок. Поселение на дне Красного моря – очередное такое пересмотрение, но масштаб его беспрецедентен. До публикации результатов экспедиции в Красном море список древнейших известных построек выглядел так. Göbekli-Tepe в Турции – 11 тысяч лет, каменные колонны с резьбой. Айн-Газаль в Иордании – 9 тысяч лет, глиняные статуи и каменные дома. Чатал-Хьююк в Турции – 9 тысяч лет, многокомнатные глинобитные постройки. Иерихон – 10 тысяч лет, каменная башня высотой 8 метров. Все эти памятники расположены в радиусе 2000 километров друг от друга на территории так называемого плодородного полумесяца. Затопленное поселение Красного моря географически примыкает к этому региону с юга. Его возраст перекрывается с возрастом Айн-Газаля и Чатал-Хьююка, а технологический уровень сопоставим. Но есть принципиальное отличие. Все памятники плодородного полумесяца расположены на суше и были открыты в 19 или 20 веке. Поселение на дне Красного моря скрыто водой. И это единственная причина, по которой оно не было известно раньше. Это поднимает неудобный вопрос. Сколько еще таких поселений лежит на дне морей и океанов по всему миру? Индийский шельф, Персидский залив, Северное море, Мексиканский залив. Все эти акватории 10 тысяч лет назад были сушей, пригодной для жизни. Подводные археологические исследования в этих регионах только начинаются. В Персидском заливе ситуация особенно показательна. 10 тысяч лет назад залив практически не существовал. На его месте была речная долина с плодородными землями, которую питали реки Тигр и Ефрат. Эта долина затоплена сегодня на глубину до 100 метров. Именно здесь, по шумерским текстам, находился легендарный Дельмун, земля богов и предков. Саудовские геологи в 2010-м зафиксировали на дне Персидского залива следы древнего русла реки и террасированные берега, характерные для мест постоянного проживания людей. Возраст структур от 8 до
12 тысяч лет. Британский геолог Джеффри Роуз, тот самый, что участвовал в экспедиции в Красном море, опубликовал в 2010 статью в журнале по четвертичным исследованиям с гипотезой о персидском оазисе. Согласно его расчетам, в период от 75 до 8 тысяч лет назад долина Персидского залива была одним из наиболее благоприятных мест для жизни человека на всем Ближнем Востоке. Когда около 8 тысяч лет назад уровень моря поднялся и залил долину, ее население было вынуждено мигрировать. Роуз предположил, что именно эта миграция дала импульс к возникновению шумерской цивилизации в Месопотамии. Шумеры сами описывали своих предков как пришедших с моря. Фраза, которую историки долго интерпретировали метафорически. Если гипотеза Роуза верна, это буквальное описание. Предки шумеров действительно пришли с территории, которую поглотило море. Находки в Красном море встраиваются в эту картину как недостающий элемент. Поселение у берегов Саудовской Аравии могло быть частью той же прибрежной цивилизации, которая занимала всю береговую линию от Восточной Африки до Персидского залива. Когда море поднялось, эта цивилизация не исчезла. Да, она переместилась на сушу и дала начало тому, что мы сегодня называем древнейшими известными культурами Ближнего Востока. Строители Иерихона, создатели Гёбекли-Тепе, основатели Шумера, все они могут оказаться потомками людей, чьи города сегодня лежат на морском дне. Если все найденные свидетельства сложить в единую картину, получается вывод, который официальная наука пока не готова принять полностью. Человеческая цивилизация старше, чем считалось, минимум на 3000 лет, и большая ее часть скрыта под водой. Это не теория заговора и не фантазия, это математика затопленных береговых линий. 20 тысяч лет назад, в пик последнего ледникового максимума, уровень моря был на 120 метров ниже современного. Площадь суши на Земле была больше нынешней на 27 миллионов квадратных километров. Территория, сопоставимая с площадью всей Африки. Люди жили на этих землях. Потом эти земли затопило. Все, что на них было построено, оказалось на дне. Радиоуглеродный анализ кораллов у берегов Барбадоса показал, между 14 тысячами и 11 тысячами лет назад произошло 3 эпизода резкого подъема уровня моря. Самый мощный из них, так называемый пуль стояния ледников 1А, поднял уровень океана на 20 метров примерно за 500 лет. 20 метров за 500 лет – это 4 сантиметра в год. Медленно по человеческим меркам, но катастрофически по меркам поселения на берегу. За одно поколение береговая линия отступала на десятки метров. Люди, жившие на этих берегах, наблюдали, как море поглощает их земли. Они уходили. Они рассказывали детям о том, что было до. Дети рассказывали своим детям. Через 10 поколений это стало преданием о земле, ушедшей под воду. Предания о Великом потопе существуют в более чем 200 независимых культурах по всему миру. Шумерский эпос о Гильгамеше, библейский Ной, греческий Девкалион, индийский Ману, китайский Гун-Юй. Во всех этих историях есть общий элемент. Мир, который существовал до, был уничтожен водой. Историки традиционно считали эти предания мифами, художественным осмыслением локальных наводнений. Геологические данные о пульсах таяния ледников и находки на дне Красного моря дают этим преданиям физическую основу. Самое шокирующее в этой истории не то, что цивилизация существовала раньше, чем мы думали. Самое шокирующее – масштаб того, что мы потеряли. Исследована лишь ничтожная часть затопленного шельфа. У берегов Саудовской Аравии обследовано 12 квадратных километров из 1000 доступных. Персидский залив практически не исследован. Индийский шельф, где 10 тысяч лет назад находились огромные прибрежные равнины, изучен фрагментарно. В 2002 индийские морские геологи объявили об обнаружении на дне Камбейского залива на глубине 36 метров регулярных прямоугольных структур размером до 2 километров в длину. Возраст 9500 лет. Индийское правительство организовало экспедицию, которая подняла со дна деревянные артефакты, зубы человека и фрагменты керамики. Радиоуглеродный анализ дерева дал дату – 9000 лет. Западная академическая наука в большинстве своем отвергла эти данные как недостаточно верифицированные. Индийские ученые продолжают настаивать на своих выводах. Дискуссия не закрыта. У берегов Японии в 1986-м обнаружен подводный комплекс Йонагуни. Ступенчатые каменные террасы на глубине от 5 до 27 метров. Часть исследователей считает их природными образованиями, часть – рукотворными конструкциями. Возраст геологического слоя, в котором они находятся – от 8 до 10 тысяч лет. Официального консенсуса нет до сих пор. Паттерн очевиден. По всему миру в акваториях, которые 10 тысяч лет назад были сушей, обнаруживаются структуры, которые либо точно являются следами человеческой деятельности, либо вызывают обоснованные подозрения. Находки в Красном море уникальны тем, что здесь сомнений нет. 400 задокументированных артефактов, радиоуглеродные датировки, изотопный анализ. Это не интерпретация каменных форм. Это инструменты, кости, керамика, конструкции. История человечества, которую мы знаем, написана по материалам с суши. Подводная ее часть только начинает открываться.
В начале этой истории был вопрос, что если древнейшая цивилизация существовала задолго до Египта? Теперь есть ответ. Она существовала. У нее есть координаты. 21 градус северной широты, 39 градусов восточной долготы, глубина от 40 до 50 метров. У нее есть возраст 9500 лет. У нее есть артефакты. 400 задокументированных предметов, поднятых со дна и проанализированных в лабораториях 3 стран. Саудовская комиссия по туризму и национальному наследию в 2023 официально включила подводный археологический район у берегов Джидды в реестр охраняемых объектов. Это означает запрет на промышленную деятельность в этом районе и выделение государственного финансирования на дальнейшие исследования. Площадь охраняемой зоны 180 квадратных километров, из них детально обследовано 12. Следующая экспедиция запланирована на 2025 год. В ее состав войдут автономные подводные аппараты с трехмерными сканерами, способные картировать дно с точностью до 5 сантиметров. Предыдущие экспедиции работали с разрешением около полуметра. Достаточно, чтобы обнаружить крупные конструкции, но недостаточно, чтобы увидеть мелкие детали. Новые аппараты позволят зафиксировать отдельные камни, следы обработки поверхности и мелкие артефакты без подъема их со дна. Параллельно британская группа под руководством Джеффри Роуза готовит к публикации результаты изотопного анализа еще 12 образцов зубной эмали, поднятых в ходе третьей экспедиции. Предварительные данные, по словам Роуза в интервью журналу по археологии Аравийского полуострова, указывают на присутствие в поселении людей из как минимум 3 географически различных регионов. Поселение было не изолированным, оно принимало людей из разных мест. Что это меняет практически? Учебники истории делят развитие человечества на эпохи: палеолит, мезолит, неолит. Переход к неолиту все время появления земледелия, скотоводства, постоянных поселений и керамики. Датируется примерно 10 тысячами лет назад на Ближнем Востоке. Находки в Красном море показывают, что этот переход произошел раньше и охватывал более широкую территорию, чем считалось. Пока ученые заглядывают в прошлое, чтобы понять, как мы все тут оказались, вы можете заглянуть на наш сайт whiteori.com и узнать еще больше о забавных и удивительных фактах о человеческой истории. Кто знает, может, там вы найдете что-то, что заставит вас задуматься о своих корнях. Ссылка в описании. Граница между первобытным и цивилизованным человеком отодвигается назад. Конкретная цифра: если принять данные экспедиции в Красном море как достоверные, а у научного сообщества нет оснований их отвергать, то организованное оседлое общество со специализированным трудом, строительством, торговлей и производством керамики существовало на 900 лет раньше, чем фиксирует Айн-Газаль, и на 900 лет раньше Чатал-Хьюка. Это не революционный разрыв хронологии. Это постепенное, но неуклонное смещение точки отсчета. Самый важный факт, который стоит унести из этой истории, звучит так. Когда жители поселения на берегу Красного моря уходили от поднимающейся воды, они несли с собой знания. Как обжигать керамику, как сверлить камень, как строить стены с двойной забутовкой, как получать березовую смолу методом сухой перегонки. Эти знания не исчезли вместе с поселением. Они распространились дальше. Часть из них дошла до Леванта, часть дошла до Анатолии, часть, возможно, до долины Нила. То, что мы называем возникновением цивилизации в этих регионах, было не независимым изобретением, а получением эстафеты. Эстафеты от людей, чьи дома сегодня стоят на глубине 50 метров под водой Красного моря, и чье существование мы узнали только потому, что кто-то догадался опустить туда камеру.